морское, нет? Узбекское? Нет, корейское? Какое? Метис получился. Наша. Божественно. Располагает. Жарим рыбу сегодня. Бури и тюляпия. То есть рыба Святого Петра или мушт на иврите. Можно делать как угодно. С бури я делаю филе. А тюляпию сейчас посмотрим. Так, ну что, у нас красавец вот такой вот бури. Голова нам явно не нужна. Голова пойдет шикарно в бульон. Начинаем филировать рыбку. По позвоночнику делаем продольный надрез. Так, сейчас аккуратненько по позвоночнику надрезаем, чтобы как можно больше мяска осталось. Ну что, довольно милая филейка получилась. Вот такая. Начинаем в другую сторону. Продольный надрез по позвоночнику. Аккуратно. Так, пришла очередь тюляпии, то есть рыбы Святого Петра, рыбки. Кстати, рыбка замачивалась в соленой воде по хорошим традициям бухарских евреев. Я думаю, что все это происходило по причине каширования, что кто-то хотел просто убедиться, что это все кошерно. Мне этот способ очень нравится, на самом деле, поэтому я тоже так делаю. Не всегда, но тем не менее. А может быть, по другой причине. Кто-то, видимо, хотел превратить речную рыбу в морскую. Что тоже вариант, как бы. Так, вот у нас рыбка такая получилась чудесная. Я ее промокнул, потому как в лужах не хочу здесь работать. Думали сделать ее целиком. Но я думаю, что будет тоже филе. Все-таки. Так, отрезаем голову вначале. Голова прекрасно пойдет в уху. Разрезаем также по позвоночнику. И стараемся идти по ребрам, чтобы не терять мясо. Да, не торопимся, потому как мы хотим получить хорошо разделанную рыбку. Ну и по этим ребрам тоже. Часть мы срежем, но в супе будет замечательно. Филе мушта. Переходим к другой стороне. И также идем аккуратно по ребрам. То, что осталось, запчасти от рыбы, прекрасно пойдет в уху. Так, начинаем делать уху. Все, что у нас осталось от филе, идет в кастрюлю, в холодную воду. Начинаем сейчас это делать. Головы, спины
на большом огне, запчасти рыбы в воде, кипятим. Пока что мы подготовим все, что пойдет в суп потом, то есть луковица, лемонграсс, немножко джинджера и морковка. Гвоздику втыкаем в лук. Такой вот ежик. Я режу филе на удобоваримые куски, чтобы их можно было подать в тарелку. Мы делаем нашу уху с таким немножечко акцентом азиатским, поэтому мы пользуемся лемонграссом. Это идет в чай, крышки идут в суп, а это мусор. О, чудесный у нас кустик вырос. Самое что ни на есть традиционная заправка к ухе, конечно же, лавровый лист. У меня свежий вот кустик растет, пошел срежу. 4 листика. Больше не нужно. И так много найду. Ну, свежий, ароматный. Так, вода вскипела. Образовывается пена. Я ее убираю. Мы хотим прозрачную уху. Для этого первая пена обязательно снимается. Кто-то сливает воду. Первую. Зачем? Кто-то процеживает. Я не считаю нужным. Но пену снять это надо обязательно. Иногда, когда я вижу, когда люди покупают рыбу и просят разделать рыбу, чтобы получить филе, все эти части, головы, кости куда-то идут в ведро. Зачем? Замечательная уха. Замечательный суп получается. Можно готовить куча всяких разных вариантов. Великолепная, здоровая и вкусная добавка. К чему угодно. Продолжаем снимать пену. Она пока что еще выделяется, пока не закончится, чтобы получить прозрачный бульон. Так, ну, пена больше не отделяется почти. Бульон довольно прозрачный. Я думаю, в самый раз делать минимальный огонь. Солим, потом попробуем на глаз. Я думаю, что где-то с ложка соли здесь будет в самый раз. Джинджер, пару морковок, ежик, лавровый лист. Один острый перчик нам не помешает. Английский перец и немножечко зернышек сухой кинзы. Кориандр, пардон. У нас остался лемонграсс. Сейчас я его раздолбаю слегка, чтобы из него больше выделилось. Вдоль, немножечко большой, поэтому мы его разрезали. Ну, все, что должно быть в ухе, уже лежит. Сейчас на полчаса 40 минут на очень маленьком огне. Крышкой я это все не накрываю, пусть она будет наваристая, то, что надо, пусть выпаривается. Ничего страшного, будет все замечательно. Забыл еще одну маленькую деталь. Это совсем не обязательно, но немножко куркумы можно вполне добавить для цвета. Ну и чуть-чуть для вкуса. А что в кляре есть? Здесь вода, мука и яйцо. Все. Я делаю не узбекскую рыбу. Так, ребята, я вас расстраиваю. Никакой бухарской рыбы не будет, просто вот так я ее не хочу жарить. Я хочу жарить вот в кляре немножечко. Но соус мы все равно правильный к ней сделаем. Вот, и будет все хорошо. Чеснок. Мы вырезали чесноки.
Сейчас будет тебе То, что чеснок. вот тогда это всё И понадобится. кинза тебе будет. Так, все, кляр готов. Все, рыбу. В кляре есть 2 яйца, чуть-чуть муки, не знаю, сколько взял, столько взял, и немножко воды. Все. На русском, знаешь, как это называется? Тиляпия. Все, так. Это будет классно. Это совсем не фиш and чипс. Да, это будет очень подходящая еда. Делал прием, а потом... Все, масло готово. Будем мерить температуру. Не надо, все хорошо, оно уже как бы хорошо прогрелось. Судя по тому, как я вижу, что это все есть. Так, вперед. Это узбеки мне простят. Очень сейчас либеральные стали, Да? потому что ингредиенты, которые у нас были там, нас ограничивали в чем-то. Сегодня у нас возможности больше, поэтому вариации возможно любые. Так, ну что, поехали, давай. Хватит. Главное кавануть. Не стреляй. Зачем должен стрелять? Сколько у нас просто сейчас был во всех центральных рейсах. מה קרה לך? להגיד את האמת, מה זה משנה? בוכרים היום לא עושים את הציפוי? Смотри, и классика замка, я думаю, могут позволить себе эксперименты любые. Когда они были в Средней Азии, там как там Маша, обалдеть. Да, привет. Это Сеня. Ха! Саша. Диана, это лимон. Давай. Сейчас мы сделаем такой Вот так, да. Всё. Вот так как красиво. Замечательно. Итак, бухарская, нет? Узбекская? А ну, Нет? Корейская? Какое? метис получился. Наша. Пахнет хорошо, замечательно. Божественно. Располагает. Бабушки, дедушки наши делали, да, так? Кинза, чесночок. Лимон не делали, но мы его отдельно. Мы его у соседей убрали, да?
Бетевон. Так, лихаем. Все, какой лихаем? Где лихаем? А что мы пьем? Мы пьем вино. У нас одно, как обычно, одно Вино, вино. Все, давай, пошли кушать. Да. Ладно, мы тут слегка поленились, вообще-то хорошо бы процедить все. Ну, я думаю, что Я буду зернышко кинза, если попадет, ничего страшного не произойдет тоже. Так, все, приятного аппетита всем. Кушать. Немного кинза, немного чеснока. Все готово.